Портрет. «Мужчина, портрет не желаете?» Толстая баба нахально улыбнулась, сверкала золотым зубом и смотрела на Ивана оценивающе. Иван отвел на тренировку сыновей Димку и Русика. 3 часа нужно было где-то скоротать, и он пошел бродить по улицам. Хватило его ненадолго. Конечно, позировать удовольствие сомнительное, но он не умел бесцельно бродить. Иван присел на крошечную табуреточку. Баба, кажется, была уже под градусом. Она напевала какие-то идиотские песенки, откусывала пирожок, лежащий рядом с коробкой карандашей, отхлебывала из фляги, пристегнутой к поясу, курила, при этом ни на секунду не переставала рисовать. Иван устал сидеть в неудобной позе, на неудобной табуретке. Ему хотелось потянуться, закурить, почесать нос, но толстуха, стоило ему пошевелиться, тут же кричала: «Уже почти готово, вот потерпите, не нужно портить шедевр». И Иван обреченно замирал. Шурик, вернее Александра Рузаева, с утра была на взводе. Вчера она на последние деньги купила лекарства для папы, а сегодня позвонила учительница и мерзким голосом поинтересовалась, как долго еще Александра будет тянуть с оплатой. Пришлось забыть о ноющей пояснице, об опухших ногах, о желании один день поваляться дома и переться на панель, рисовать туристов, бездельников, шляющихся по городу. Ивана она углядела сразу. Вот только его не хватало. Он, конечно, ее не узнал. Ее вообще мало кто узнавал. После 20 выкидышей и бесконечных гормональных курсов лечения она так расплылась, что порой сама себя не узнавала. Шурик с мужем так хотели детей. Казалось, нет такой жертвы, которую они бы не принесли, чтобы у них родился ребенок. Ребенка Шурик родила, а муж год сдувал с нее пылинки и благоговел, а потом ушел в другую, без объяснений и извинений. Шурик забросила высокое искусство, стала попивать, выходила на портреты каждый день в любую погоду. Отец болел, сын учился в гимназии, нужно было как-то жить, что-то есть, платить за квартиру, покупать лекарства отцу. Ее преследовал один и тот же сон. Огромный каток наползает на нее. Медленно-медленно передавливает ноги, живот, грудь, и она уже не может дышать, уже глаза застилает пелена, и в этот момент пробуждение. Все чаще Шурик ощущал этот каток, именуемый бытом, наяву. Уже не помогал коньяк, хоть Шурик сменила 200-граммовую дамскую фляжечку на полноценную 700-граммовую мужскую. А Иван – первая любовь ее, безответная и глупая. Она потом поняла, что он ее боялся. И все ее письма, открытки, красивые блокноты, ручки, которые Шурик тайком ему подбрасывала, его не радовали, а пугали. Он был влюблен не в Шурика. Анечка Короленко, сердцеедка и красавица, Ивана в упор не замечала. Перед выпускным Шурик написала портрет Ивана и приперлась с этим портретом к нему домой. Иван взял портрет, сказал спасибо и закрыл дверь перед носом у Шурика. Она еще какое-то время стояла перед закрытой дверью, слышала, как мама Ивана спросила: «А почему ты не пригласил девушку хоть чаю попить?» Слышала, и как Иван в ответ буркнул: «Перебьется». Она тогда до ночи бродила по городу и плакала. Как же ужасно чувствовать себя нелюбимой. Иван от нечего делать стал разглядывать художницу. Толстая, неопрятная, на кого-то похожая. Она кого-то напоминала Ивану. Когда художница отвлеклась на телефонный звонок, Иван подумал, что баба чем-то похожа на Александру Рузаеву, Шурика, его одноклассницу. «Господи, что же с ней время сделало?» – подумал Иван, а потом мысленно поправил себя. «С нами. С нами. Разве кого-то время щадит?» Аня Короленко, красавица и мечта всех мальчишек, сейчас забитая и запуганная жена какого-то богатея с домостроевскими заскоками. Случайно встретились на заправке, так Анька ему рукой незаметно помахала и тут же в машину спряталась. Шурик сделала большой глоток из фляги. «Вуаля! Мужчина! Ваш портрет готов!» Она хохотнула и спрятала портрет в большой картонный конверт. «А посмотреть? Дома посмотрите. Давайте расплачивайтесь, меня люди ждут». Иван отдал Шурику 1000, отказался брать сдачу и поспешил за детьми.
Тренировка должна закончиться через 30 минут. На табуреточку уже умостилась молоденькая девушка, и Шурик, отхлебнув из своей фляги, начала новый портрет. Иван на ходу набрал номер мамы. Мама ответила сразу: «Мой хороший, я соскучилась. Может, заедешь с мальчишками?» «Заеду. Через час жди». «Жду». «Мама, а помнишь, в школе перед выпускным мне Шурик портрет подарил, а ты его выбросила?» «Ты что? Он в твоей комнате висит, а что?» «Ничего, через час приеду, целую тебя». Мальчишки уже ждали его. Услышав, что едут к бабушке с дедом, они заулюлюкали, засвистели, да так громко, что на них стали оглядываться прохожие. Иван шикнул на детей, и они перестали издавать воинственные крики, и всю дорогу к дому бабушки просили показать, что в большом конверте. Но Иван решил, что посмотрит свой портрет у мамы, да и оставит его там. Дома нужно будет объяснять жене эту блажь с портретом. Иван с детьми забежали в супермаркет, набрали продуктов для дедушки и бабушки и, нагруженные покупками, вышли из магазина. Ивану было неудобно держать пакет и конверт с портретом. Сын попытался взять у него пакет. «Нет, дружочек, это тяжело для тебя, понеси конверт лучше». И сын взял конверт. Они весело и шумно вошли в подъезд. Мама их увидела из окна, открыла заранее дверь квартиры. «Заходите, раздевайтесь, мойте руки», – нежно пропела мама. Дети наперегонки помчались мыть руки. Иван снял ботинки, натянул тапки и пошел в свою комнату. Над письменным столом висел портрет мечтательного и романтичного мальчика. Наверное, он был таким в 17 лет. Дрожащими руками Иван раскрыл конверт. С листа на него смотрел смелый и решительный мужчина. Умные глаза, красивые губы, волевой подбородок. Он вдруг подумал, что Шурик очень хорошая художница, и зря она губит свой талант каждодневной халтурой. Она не приукрасила и не исказила ни одной черточки его лица. И в то же время мужчина на портрете был не он. Мужчина на портрете никогда бы не терпел унизительные шутки жены и тещи, не обмирал от криков начальника, не позволил бы никому воспользоваться своей научной работой, не бросил бы науку ради сомнительного счастья выплачивать кредит за машину и квартиру и быть как все нормальные люди, просто набил бы морду соседу, постоянно заигрывающему с его женой. Он мог бы быть таким, как на портрете, если бы не беспощадное время, если бы не боязнь потерять какой-то комфорт, если бы... «Иван, давай быстрее к столу. Остывает все».